Людей учат верить только в то, что они могут увидеть и потрогать, игнорируя духовные аспекты жизни. Это происходит как из-за влияния общества, окружения, так и медиа. Когда кто-то осмеивает идеи, которые выходят за пределы физического мира, это может вызывать у нас чувство, что что-то не так или неестественно, как будто что-то не так с вами. Но правда в том, что с вами как раз-таки все в порядке. Однако из-за этого недостатка веры в тонкие нематериальные аспекты реальности наше подсознание блокирует возможность взаимодействия с ними. То есть, если мы не верим в существование чего-то большего, мы не можем подключиться к этому, потому что у нас нет соответствующего представления об этом. Образно говоря, у вас нет сим-карты, чтобы позвонить. У вас есть только телефон, и непонятно, что с ним делать в отсутствии сигнала. Как минимум требуется сам телефон, его нужно включить и нужно вставить симку. Но и после этого нам все-таки нужен номер, куда звонить. В противном случае нам остается лишь надеяться, что кто-то сам нас наберет. Так и с нашими желаниями. Мы хотим сначала одно, потом другое. Мы чувствуем сначала одно, потом другое. Часто мы не являемся существами, которые сознательно управляют своими действиями. Наше сознание практически отсутствует. В лучшем случае оно лишь создает объяснение происходящему с нами. Бессознательное выступает нашим директором и управляющим. Когда вы смотрите на что-то, вы так или иначе воспринимаете это через свои ограничения и установки, которые формируют ваше представление о мире. Вы можете считать божественным чем-то непонятным или непривычным. Но эти ограничения мешают вам войти в состояние Творца или божественного сознания. Это состояние на самом деле доступно каждому, если преодолеть свои предвзятости и открыть себя новым возможностям. У многих людей есть ограничения, которые говорят им, что определенные вещи невозможны или не существуют. Эти убеждения могут вызывать внутренний конфликт и мешать восприятию новых идей или опытов. Вместо того, чтобы бороться с этими ограничениями, полезно постараться осознать их и постепенно открываться новым возможностям. Это может помочь снять напряжение и позволить себе исследовать то, что раньше казалось недоступным. Что касается целей, важно помнить, что превращая свои желания в цели и стремясь к ним, мы можем незаметно терять себя и свою жизнь, откладывая настоящее на потом. Мы часто думаем: когда я достигну своей цели, тогда начну жить по-настоящему. Друзья, не попадайте в эту ловушку. Живите здесь и сейчас. Итак, давайте приступим. Давайте представим, что вот эта доска – это наше поле, в котором мы существуем. Этот монолит, в котором мы есть сейчас, здесь и сейчас. Значит, у нас три состояния. Значит, первое состояние, скажем, плюс. Второе состояние – это, ну, скажем, нулевая отметка. Видно, да? И третье состояние – это минус. Ну, в плюсе понятно, да? Когда мы в плюсе, это, ну, допустим, зарплату получили, мы в плюсе. А что-то у нас произошло, какое-то событие в жизни негативное, мы ушли в минус. Ну, допустим, 0 – это наша вот обычная жизнь повседневная, да? Когда мы с утра просыпаемся, идем на работу, ничто нас не триггерит, не тревожит, не оттягивает ни взад, ни вперед, как бы все, ну, как обычный уклад, жизненный уклад. Ну вот, как, из какого, значит, состояния, вот из этих трех, лучше всего формировать желание? Из плюса, когда вы в позитиве, или из минуса, когда вы
что-то в каких-то стрессовых состояниях, или все-таки состояние нуля, когда у вас обычная жизнь спокойная, размеренная. Конечно, из этих трех состояний мы формируем желание из нуля. Ну, почему из нуля, допустим? Почему не в положительном, да? У нас существует в поле, в нашем поле, квантовые скачки. Да, они разные, вот такие, маленькие, большие, разные. Соответственно, мы когда, ну, допустим, что там, подарили нам машину, мы раз в плюсе. И из этого состояния, когда мы возбуждены, мы формируем желание. Что происходит? То есть будет дисбаланс какой-то, да? Или когда нас что-то тревожит, у нас горе случилось, мы из этого состояния что-то формируем, наши цели, желания или еще что-то. Поругались дома, да, допустим, с женой или еще что-то. Ну, разные ситуации, неважно. И поэтому, конечно, состояние нуля, оно более комфортное, скажем так, более умеренное, более, скажем, пригодное к тому, да, потому что вы в спокойствии, вы в своих мыслях, вас ничего не тревожит, вы не где-то в облаках летаете, и вы не где-то внизу в стрессовых ситуациях. Соответственно, это самое выгодное положение. Конечно, можно из разных положений формировать желание, но все-таки, да, мы стремимся к идеалу, к равновесию, к балансе с природой, да, то есть мы стремимся к тому, что мы создаем не сознанием своим, а подсознанием, то есть в балансе с природой. И вот мы формируем, ну давайте желание, да, какое-нибудь. Вот здесь вот желание. Давайте желание, ну, купить квартиру, допустим, дом. Купить дом. Пишу дом. Хочу вас обрадовать, что как только мы желание свое, значит, аккумулировали, этот дом у вас уже есть. Вот. То есть надо понимать, что в квантовом поле, в этом монолите, в нашей жизни, здесь и сейчас есть все. Есть я, стоящий в квартире, есть я, стоящий в новом доме. Есть я, который купается где-то в море, есть я, который в горах, есть я, который под мостом. То есть я есть везде, одновременно. Это надо просто понимать. Не надо ничего придумывать, это просто надо понимать. Я могу быть везде, здесь и сейчас или где-то еще, в это же время. Вот. Ну, допустим, дом купить. Вот говорят, ну, не помогает, что... Допустим, как так, вот я только из этого состояния, ну, допустим, желание сформировал, и он вдруг существует, да, ну как-то так. Визуализация не помогает. Из этого состояния, что у меня есть дом, формировать свои цели не помогает. Там еще что-то не помогает. Скажу так, что помогает все, просто нет схемы, нет, скажем, алгоритма, как это делать. То есть все это по-разному понимают. Но, допустим, вы были же когда-то там, допустим, на праздниках, ну, выпивали. И где-то какой-то там договор заключили, правильно, там, с каким-то человеком. Ну, пока просто словесный, а там через неделю какой-то там проект у вас. Может быть такое? Может. То есть из какого? Из этого состояния, да? Вы где-то, скажем, поругались с женой, да, в минусах. Но при этом там вам позвонили и, ну, я не знаю, предложили работу какую-то. И вы здесь можете помириться тоже, да, состояния какие. То есть тут все что угодно может быть. Поэтому мы смотрим только классику жанра. Значит, 0 – это наше состояние пока что. Пока что оно такое. Желания, как мы только их сформировали, они уже есть. И мы из этих состояний живем. У нас есть знание, что у нас уже есть дом. Вы понимаете? То есть, как только мы подумали об этом, он у нас уже есть. Визуализация помогает. Потом помогает, ну, допустим, есть шоурумы, да? Вы ищете этот дом. Вы приближаетесь к мечте.
Вы постоянно маленькими шажочками идете к цели. Правильно? Правильно. Тоже помогает. Но вот основная как бы схема. Скажем, вот вы в нуле, и вот, ну давайте вот здесь вот я нарисую вот так вот, такую линию. Это паттерн. Это вы сами, это я. Это я. Я стоящий перед своими желаниями. То есть я сформировал эти желания, и я стоящий перед своими целями, намерениями, желаниями, ну, все что угодно. Но как притянуть к себе вот эту вот цель, желание, вот эту мечту, как ее открыть для себя? Есть очень простые вещи. Ну, допустим, у вас стрессовое состояние. Чтобы уйти в ноль, что нужно? Ну, скажем так, пройти к психологу, да, здесь, допустим, ну, что поможет? Точка сборки. Ну, точка сборки. Вот, вы, скажем так, пошли к психологу, он с вами поработал, и вы ушли в нормальное, в свое состояние. В нормальное, не возбужденное какое-то, или не в стрессовое, а в нормальное свое состояние. Здесь вы, допустим, плюс, ну, какой-то праздник. Все, конечно, могут посидеть, там еще что-то. Но мы здесь не растрачиваем энергию. Да, мы посидели немного, да, не пересидели и потом неделю болеем. Вы энергию потратите. Да, еще в поле. А что такое энергия? Энергия в поле – это равносильно деньгам. То есть энергия равно деньги. То есть если у нас в реальности, то есть вот здесь вот виртуальная реальность, да? Если у нас в реальности деньги – это энергия, то в виртуальных реальностях энергия – это деньги. Сейчас вы поймете. Дальше что происходит? Как мы приближаем к себе вот эту мечту? Как мы приближаем к себе цель? Конечно, вот этот паттерн – это мы сами. Но как запустить процесс? Как притянуть к себе мечту? Да, мы в нуле, мы проработались. Да, нас ничто не триггерит, мы не в плюсе, не в минусе. Мы из этого состояния сформировали желание. Мы живем в том состоянии, что у нас есть уже этот дом. И мы уже визуализировали, и мы уже ходили на шоурумы, да, мы уже сотни домов посмотрели. То есть мы приблизили к себе мечту, ну хотя бы виртуально, да? Виртуально мы приблизили. Но как запустить процесс так, чтобы он шел к вам быстрее, намного быстрее, чем вы думаете? Ну, конечно, природа стремится к балансу. Конечно, она стремится к балансу. То есть мы должны жить в равновесии с природой. Что это значит? Что значит равновесие с природой? То есть мы, когда просыпаемся, делаем зарядку. Мы правильно питаемся. Мы бросили все вредные привычки. Нам нужна цель. Нам нужно дойти до цели. Что для этого нужно? Нужно жить порядочно, создавая себе уют, здоровье. Вот опять-таки, да, питание. Что значит питание? Если вы правильно питаетесь, каждая клетка вашего тела благодарна вам за это. Благодарна. И дарит хорошее настроение. И дарит вам здоровье. Вот что значит. Чтобы вы понимали это мировоззрение. Понимали эту полярность этого всего. Потом. Вот таким образом, ну, скажем так, визуализируем, да, вот таким образом. Мы открываем для себя поле. Поле сердца. Ну, давайте его приблизительно вот здесь вот нарисуем. Поле сердца, да? П. Поле сердца. Ну, как мы его открываем? Мы запускаем энергию. Каким образом? Ну, можно ресурсной ходьбой. Есть такая техника ресурсная ходьба. Энергия идет снизу вверх. Есть плавание, есть спорт, есть медитации, направленные и
глубокие медитации. Любая энергия. Запускаем эту энергию, и когда наше тело, ну, представьте, вот вы плывете, да, и когда вы заплыли очень глубоко, наше тело борется за безопасность. Не наше подсознание, а наше тело, наше сознание. И тогда открывается поле сердца, открывается наше подсознание, бессознательное. Мы оголяем вот эту вот, скажем, ауру. И тем самым открываем зеркало души. И то желание, которое мы сформировали здесь, или ту мечту, или то намерение, мы отражаем ее в срезе, вот сюда. Мы получаем дом. Как это происходит? На энергетическом плане это происходит по-разному. То есть, может быть, кто-то вам подарил его, может быть, вам одобрили ипотеку, может быть, то есть разные варианты событий могут быть. Мы не знаем, как это произошло. Но из нуля мы формируем желание, запускаем энергию, открываем поле сердца и просто ждем. Просто ждем, и все. Просто наблюдаем за тем, что происходит. Также ходим на работу, также делаем зарядку, также питаемся, ну, улучшаем свою жизнь только, да, единственное. Мы ходим, смотрим шоурумы, мы ходим, смотрим плакаты, смотрим журналы про дом. Мы визуализируем дом, мы описываем, что у нас будет в доме, где этот дом будет стоять, какое озеро там будет, какие соседи там будут. Мы приближаем эту мечту к себе, вот сюда, вот в душу, приближаем, вот, открываем поле полностью. Поле наше, ну скажем, вот по чакрам, да, низ паха и вот верх головы. Вот это зеркало раздвигаем, убираем все заботы и хлопоты. Мы готовы принять то, что мы сформировали. И запускаем энергию. Еще раз, ходьбой, плаванием, любой спорт, медитацией. Запускаем энергию. Это очень важно. Причем ее запускаем правильно. Ну, допустим, если это ресурсная ходьба, это 21 день по 45 минут. У меня на канале Boosty, на платном канале, есть выдержка, там по пунктам я объясняю, как это делать. Вот, из каких состояний ходить, вообще нужны ли эти состояния, да, там я все подробненько объясняю. В какое поле мы можем попасть при плюсе, в какое поле мы можем попасть при минусе. Я там все подробно объясняю. И уже из этих вот состояний мы просто наблюдаем, мы просто живем обычную жизнь. Все. Дальше природа все сделает сама за себя. Ничего больше делать не надо. Все, с нуля. Значит, 0, мы, паттерн. Сформировали желание. Ну, любой, дом, машина, ну, я не знаю, поездка куда-нибудь. Направили этот паттерн к себе. Ой, это желание к себе направили. Запустили энергию. Открыли поле сердца, зеркало открыли. Вы готовы принять это все. Все, дальше просто наблюдаем. Просто наблюдаем, все, делать ничего не надо. Про баланс с природой. Вы должны понимать, что цель – это, скажем, внутренняя наша точка сборки. Почему? Потому что она не сформировалась в тот день, когда вы придумали это все. Она, скорее всего, сформировалась до того, когда вы это все придумали. Потому что мы живем, скажем так, вот, ну, где-то за какое-то время. То есть, если сегодня вам эта идея не пришла, но вчера вы где-то что-то услышали, то она придет сегодня. То есть, мы вчерашним днем живем, на самом деле. Мы не сегодняшним днем живем. Вы должны понимать. Значит, где-то было вчера, значит, где-то было, может быть, месяц назад, может быть, год назад, может быть, 10 лет. Просто
это спало в анабиозе, и мы активировали это желание. Прошла активация. Оно в нашем подсознании давно было это уже все. Просто мы не знали. Просто мы активировали в какой-то момент. Что-то нас заставило активировать. Понятно, да? И тогда вот с этого, с нуля мы формируем вот это желание, которое было уже. Просто мы так подумали, что оно вот сейчас пришло. Нет, оно до этого пришло. И просто запускаем энергию, открываем поле сердца. А еще вот как поле сердца почувствовать? Вы мне скажете, а как поле сердца, как его открыть и как его почувствовать? Ну, представьте, вы маленький, вот через макушку головы, вы маленький, да? Опускаетесь на лифте, и вы проходите вот, значит, уровень глаз, уровень горла, и опускаетесь в сердце на лифте. Вот вы маленький, да? Опустились, ага, почувствовали, остановились и открыли лифт. Открыли лифт и посмотрели на это поле. С сердцем посмотрели, открылись для информации, которая должна сюда зайти. Не для того, чтобы отсюда кто-то вышел, или вы там, чтобы впустить в себя все, что мы сформировали. Просто впустить. И из того состояния, что у нас есть уже этот дом. Просто впускайте и живите из этого состояния. Все, больше ничего не надо. Ну, соответственно, по этой технике, да, то есть сформировали, запустили энергию, открыли поле сердца. Это очень важно. Ну, скажу так, вот у меня была ресурсная ходьба, вот, я и прошел и 52 километра, и 21 день. Ну, после этого просто мои, наверное, какие-то желания, ну, там, или мечта какая-то, или цель какая-то, ну, 2-3 дня исполнено, 2-3 дня 2 недели, если какие-то долгосрочные перспективы, 2-3 недели исполнено. Если вы в нуле, если вас не колбасит ни вверх, ни вниз, если вы проработались. Да, еще очень важная вещь. Когда мы прорабатываемся у психолога, то мы, в принципе, если мы комплексно проработаемся, точка сборки, там, что там, Маккарты, да, Маккарты, комплексная какая-то проработка по всем травмам, по всем 5 слонам. Свобода, безопасность, любовь, отношение к себе, отношение к Богу. По всем 5 слонам мы проработались. То мы автоматически в нуле. Наше подсознание – это программа. Мы установили чип воли к победе. Эта программа работает просто сама тогда. Нам не надо что-то уже предпринимать, жить какой-то в балансе или еще что-то. Ваше подсознание само будет давать вам этот импульс. Поняли, да? Когда мы проработались полностью, да, на это ушло некоторое время, да, на это ушло какие-то затраты. Но это не важно. Вы покупаете дом. Вам это все копейки. Вы покупаете дом, вы берете этот дом. Так складываются обстоятельства, что вы берете этот дом. Что вы эти мечты просто их ждете и все. Если вы здесь полностью проработались, достаточно этого. Но если, конечно, не у всех возможность есть, и потом, допустим, ну не дом, допустим, телефон, да, сотовый, хочу сотовый телефон. Конечно, лучше проверить это все, вот это все, как это работает, на каком-то маленьком желании. Для чего? Чтобы самому понять, как это работает. Понятно, да? Потому что дом это долгосрочная, может быть, перспектива. Телефон, скорее всего, краткосрочная, да? И просто посмотреть, как это работает. То есть, когда вы вот эту схему поймете, когда вы будете из этих состояний жить, направлять на себя и запускать энергию, открывать поле сердца, вы просто будете, ну, если вы проработались, просто будете в каком-то абсолюте жить, в каком-то бесконечном счастье, в какой-то бесконечной любви.
И тогда ваши желания просто к вам, ну, как вам сказать, как зеркало, да, то есть отражаются просто. Вот здесь они на срезе отражаются. Вот дом в реальности. То есть тут была виртуальная реальность, мы модулировали все, да, запускали энергию. Здесь уже реальность. Просто наблюдаем и все. Друзья, давайте посмотрим теперь следующее. Допустим, вы все делаете правильно, но все же ваши практики не работают. Почему так происходит? Стремление к духовному развитию требует очищения от негатива и выхода из состояния внутреннего беспокойства. Важным аспектом является формирование чистых и доброжелательных посылов и помыслов. Это тотальное очищение вашего существа происходит через состояние благодарности, принятия и творчества, что неизбежно приводит к исполнению желаний. Очистив свою душу и приняв себя, вы сможете двигаться дальше, ведь то, из чего каждый из нас состоит, отражается на внешнем мире, даже если мы этого не осознаем. Поэтому необходимо сосредоточиться на работе над собой и найти свое чистое сердце. Наша цель – это внутреннее состояние. Оно требует отсеивания ненужных людей и избавления от раздражителей, которые могут буквально высасывать нашу энергию. И это не физические действия. Для кого-то этими блоками может быть отсутствие веры в себя, ограничители в виде установок из детства, кому-то нужно разделение или сепарация с родственниками, мамами, папами и бывшими партнерами, которые отнимают всю вашу творческую энергию. Как бы то ни было, конечной точкой в разрешении этого внутреннего спора должна быть тотальная любовь, принятие, понимание, согласие и чувство благодарности за предоставленную услугу, имею в виду опыт. Когда я формирую свое желание, я отчетливо понимаю, что мне нужно. Допустим, это дом. Есть образ, к которому я иду. Но я иду не к самому образу, по своей сути. Я иду к состоянию. Я зафиксировал этот образ, а через состояние я иду к дому, или скорее через состояние. Дом идет ко мне. Я согласую свое устремление с благом для себя, для моей семьи и так далее. Я ощущаю само это состояние, без привязки к конкретному результату, потому что по мере приближения к исполнению желания я ориентируюсь на лучшее из возможного, но я не визуализирую на эту тему специально. По крайней мере, это не должно быть через силу, потому что, как показывает опыт, чем больше я это делаю, тем больше отвлекающих моментов возникает в виде того, как это будет, где будет, зачем и так далее. Все это отдаляет. В общем, включается аналитический ум. А нам как раз нужны чувства и само состояние. Ваш новый дом – это больше места, больше радости, удовлетворенности собой и жизнью, и благодарности в вашей жизни. Важно само состояние, в котором вы пребываете основную часть времени. Если оно вас не удовлетворяет, то неплохо было бы объективно взглянуть на себя и на тех, кто вызывает у вас негативные эмоции, и понять, что они, скорее всего, также несчастны. Если вас триггерит, они просто вас отражают. Наверняка вы сталкивались с такими ситуациями, что какой-то конкретный человек ведет себя определенным образом только с вами. Как правило, люди не осознают свои состояния в такой степени, чтобы увидеть самого себя и то, почему они так делают по отношению к вам. Это просто работает как зеркало. С другими же людьми они могут вести себя иначе. Это понимание поможет вам избавиться от обид, когда вы увидите все это в себе. Принятие правды о себе распаковывает блоки, мешающие свободному течению энергии через ваше тело, а также на всех более высоких уровнях. Правда о себе действительно распечатывает телесные и ментальные блокировки, которые мешают гармоничному движению.
Когда мы сталкиваемся с этими блокировками и начинаем их осознавать, мы открываем путь к своему внутреннему исцелению. Принимая в себе частицу правды, что вообще происходит. Вы на всех уровнях, сознательном, умственном, ментальном, на более высоких и тонких уровнях, освобождаетесь. То же самое происходит и на физическом уровне. Вы чувствуете большую легкость, свободу. Короче, вам легче дышится. И это становится вашей новой нормой. Меняется ваше сознание, и, соответственно, меняется ваш взгляд на вещи, меняются ваши решения и действия, ваши чувства. И вслед за этим меняется и физическая реальность. Даже если вы физически не контактируете с этим человеком, но ваши чувства к нему могут создавать некоторую направленную энергию. Если энергия искажена, обратно вы также получите искажение. Чувствуя резонанс с этим человеком или событием, нужно разрядить этот заряд, снять его, и этот заряд где-то засел в вашем теле. Все это вы можете почувствовать, просто нас этому никто никогда не учил. Нам говорили, что если что-то болит, прими таблетку или иди к доктору, он лучше знает. Это может проявляться через физические недомогания, эмоциональные кризисы или другие жизненные ситуации, которые заставляют нас обратить внимание на то, что мы прячем внутри. Но снимая сам заряд, ваше отношение становится ровным. Вам все равно. Вы принимаете как есть, не пытаетесь что-то там поменять. Возможно, кто-то может спросить, а как это вообще соотносится с исполнением желаний? Но дело в том, куда вообще уходит большая часть вашей энергии. Идет ли она на развитие? Чувствуете ли вы интерес к жизни? Как часто вы болеете? Проявляете ли вы свои эмоции в полной мере? Живете ли вы вообще своей жизнью? Принятие правды о себе – это не просто шаг к самопознанию, но и необходимый процесс для восстановления гармонии и внутреннего спокойствия. В конечном счете, принятие правды помогает нам достигать удовлетворенности жизнью и любви через наши желания, если угодно. Когда мы начинаем работать над собой, принимая свои недостатки и осознавая свои страхи, мы создаем пространство внутри себя для позитивных изменений. Мы открываемся полю любви, единому полю, квантовому полю, Богу, принимая его, становясь в согласии с тем, что мы имеем. И тем самым трансформируем себя. А через себя мы трансформируем нашу жизнь. Это позволяет нам двигаться вперед, освобождаться от того, что больше не служит нашему благополучию. Чтобы достичь состояния любви, нужно разобраться со своими внутренними конфликтами и принять многие аспекты себя, включая свои ошибки и недостатки. Освободившись от негативных установок, например, вы сможете идти по жизни с позитивным настроем, создавая пространство для более глубоких и гармоничных отношений с собой и внешним миром. Чтобы понять, почему у вас сейчас нет желаемого, нужно исследовать то, что отталкивает вас от вашего желания, и что именно блокирует его осуществление. Проблем нет с миром. Там все в балансе и гармонии. Проблема, если ее можно так вообще назвать, только в вас. Осознание этих препятствий – это первый шаг к их преодолению и достижению внутренней гармонии, а через новое состояние – к своим желаниям. Когда мы работаем над различными темами и развиваемся, в нашей голове формируется определенная призма восприятия реальности. Мы пропускаем информацию через свои фильтры, и это может приводить к путанице, которую некоторые называют водой. На самом деле это не просто вода, а информация, которую вы не можете распознать из-за отсутствия соответствующего жизненного опыта. Нас такому не учили. Каждое из наших тонких тел, физическое, эфирное, астральное и другие, имеет свои задачи и способы восприятия информации. Например, физическое тело общается через слова и действия.
а астральное через эмоции, чувства, стремления и желания. Если вы находитесь в гармонии со всеми своими тонкими телами, вам легче интерпретировать символы, знаки и информацию, которая поступает из окружающего пространства, минуя аналитическую часть своего разума. В этом очень хорошо помогает медитация. Когда же вы игнорируете свои чувства и находитесь в конфликте с собой, с миром, с Богом, это может проявляться через болезни или внутренние противоречия. Короче, все это очень круто продумано. Ребята наверху все классно придумали. Даже через свои желания мы можем достигать внутреннего равновесия, гармонии и любви. Важно находиться в балансе и дружить со всеми своими телами, чтобы правильно воспринимать и интерпретировать информацию и символы, которые идут к нам из разных планов существования. И тогда наши цели и желания сами приходят к нам. В общем, нам всем нужно дать себе больше внутренней свободы, понять, что ограничений, кроме как собственных и навязанных нам кем-то или чем-то, в принципе не существует. Вопрос «зачем» имеет огромное значение. Когда мы начинаем его исследовать, мы приходим к состоянию, в котором исчезают сомнения, мы осознаем свою ценность и ощущаем прилив творческой энергии. Существует мнение, что негативные эмоции значительно истощают нашу энергию. Это действительно так, однако, изменив свою точку зрения и приняв чудеса, которые происходят вокруг, мы открываемся новому. Изменив свое мировоззрение, мы начинаем понимать, что на самом деле все обстоит иначе. Вселенная поддерживает наши начинания. Ей не нужны наши страдания, боль и тревоги. Она не оценивает наши жертвы. Вселенная не вмешивается в наш выбор. И если мы хотим страдать, то мы страдаем, и это только наш выбор. Так же, как плохие опыты не возникают мгновенно, а развиваются постепенно, проявляясь в различных ситуациях, которые постепенно усиливаются, если мы ничего не меняем, так и хорошее не случается сразу. Постепенные шаги к лучшему приносят значимые результаты. С желаниями точно так же, просто нужна тренировка. Чувство достоинства и принятия приходит к нам после преодоления вызовов, когда мы пробуем разные пути, некоторые из которых ведут в тупик. В процессе поиска мы находим нужный путь и выходим на свет. Мы сделали это, и мы этого достойны. Энергия идет от цели, поэтому никогда не отказывайтесь от своих стремлений, даже если они могут корректироваться в зависимости от вашего внутреннего роста. В конечном итоге подавление своего роста обходится нам гораздо дороже. Это похоже на покупку некачественной техники или одежды. В итоге нам придется потратить еще больше на ремонт, замену или потраченное время. Принимайте чудеса в свою жизнь. Верьте, что мир способен подарить вам нечто великое, прекрасное и неожиданное. Не мешайте этому происходить. Друзья, если вы не знаете, с чего вам начать, попробуйте курс «Формула доктора Джо» или «Техники Ильи Королева». Это могут быть комплексные проработки, так и точечные, с использованием техник регрессии, расстановок, хроник Акаши и работа с подсознанием. Все ссылки в описании под роликом. Каким бы путем вы ни решили пойти, главное – делайте, верьте, и все у вас получится.